Слава Иисусу Христу! Представьте дряхлеющего, всеми покинутого диктатора, окруженного портретами молодого себя и запахом лекарств, с трудом дышащего, и пока еще не поздно, он принимает решение убивать. Ему не нужно прощение, ему нужна память. Не добрая, нет, хоть какая. Смею предположить, что наш стареющий чекист Путин с упоением и очень внимательно смотрел «17 мгновений весны». Особенно ту сцену, где устами преступника и садиста Мюллера под хихихаха звучит фраза. Ему, дескать, приятно, что его считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается. Пусть даже такая память. Вот это и есть стратегия зла. Не быть добрым, не быть прощенным, не быть понятым, а быть неизгладимо запомненным. Некоторые диктаторы стремятся к бессмертию через разрушение, потому что разрушение – это то, что оставляет след. История знает тех, кто предпочел страх вместо забвения, кто записал свое имя в кровь, а не в благодарность. Мы не просто изучаем прошлое, мы участвуем в его продолжении. Каждый раз, когда произносим то или иное имя, мы даем шанс или новую жизнь тому, о ком мы говорим. И память в этом смысле – это поле битвы. И зло все еще сражается за свое место в ней, то есть в памяти. Это не просто архив имен или событий, это пространство влияния. Навуходоносор не просто построил Вавилон. Он бил свое имя в стену истории как гвоздь и требовал, чтобы на него молились. Преступление ради памяти – это форма духовного искажения. Почему это важно сейчас? Потому что общество все чаще помнит зло ярче, чем добро. Культура и СМИ, сами того не желая, героизируют злодеев. Зигующий Илон Маск у некоторой категории вызвал шок. Но большинство не увидело в этом ничего особенного. Подумаешь, всего лишь эксцентрическая личность. И вот тут-то и находится корень проблемы. Нас тянет к харизме разрушителей, и мы рискуем стать их пиарщиками. Причем не за гонорар, а по велению моды или у некоторых по велению сердца. Мы, не моргнув, зигуем, а потом, когда приперли к стенке, называем это энергичным жестом от сердца, как это сказал Илон Маск. Мы сами того не замечая, становимся инструментами посмертной славы зла. Так что же с этим делать? Для начала, конечно же, необходимо в этом разобраться. Что вообще такое память? И кто в ней главный герой? Как она искажает или восстанавливает правду? Почему в центре внимания должны быть страдающие, а не их мучители? И какие конкретные шаги нужно сделать, чтобы очистить личностную память людоедов и преступников от их последнего триумфа? Так что подпишитесь на этот канал, оставьте свои мысли в комментариях под видео, скажите свое спасибо в виде лайка, и помогите распространить его, чтобы мыслящих и понимающих людей было больше. И спасибо всем, кто молится и поддерживает это служение. Пусть Бог вас благословит. Итак, мы говорим, что забвение убийц и преступников – это форма справедливости, и это отказ вручить микрофон тем, кто совершал преступления против человечности. Мое желание сделать так, чтобы о них никто не вспомнил, чтобы захлопнуть дверь возможностей для последующих людоедов и негодяев во власти. Теперь предлагаю узнать, что такое память. Память – это не только физика или запоминание, и не просто воспроизведение. Это способ сохранить и осмыслить. Она может возвеличить героя или воскресить монстра. К моему глубокому сожалению, память – это не про справедливость. По опросам, проведенным в 2020 году, только 12% американских школьников смогли назвать хотя бы одно имя жертвы Холокоста. Но 80% безошибочно узнали Гитлера. Роберт Заромб и Генри Родигер в 2010 году писали: «Память
не учитывает мораль, только эмоциональную силу впечатления. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной. Не забудь. Забвение – это форма суда. И мы до сих пор зовем преступников историческими фигурами. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Как видим, афиняне ни в чем не проводили время особенного. Любили слушать новое. Но новое быстро становится коллективной правдой. Культурная память может обернуться мифом, если у зрителя нет фильтра. Как в пример с рязановскими фильмами. Например, «Служебный роман» и другая классика советского кинематографа, которые рисуют картины жизни, которые с легкостью соблазняют молодых людей. Сказать, как хорошо тогда жилось. И слыша такие заявления, я предлагаю посмотреть на ту жизнь через призму архипелага ГУЛАГа и подобных произведений. И если так случилось, что личных свидетельств из их жизни или из жизни их семей не существует, и, к сожалению, почти никогда не помогают, то Солженицын — это не про правду, то Путин слишком симпатичный мужик, он всем показал. Так уж мы созданы, что хотим помнить только то, что хотим помнить. Поколения, пережившие ужасы 20 века, почти ушли. Их память была выстраданной и потому ответственной. Сегодня ее место заняла редактируемая, телегеничная и удобная версия, без боли, без вины, без выводов. 9 мая 25 года в Москве прошел праздничный парад в честь 80-летия со Дня Победы. С флагами, риторикой борьбы с нацизмом и полной потерей зеркала. Россия, сама ставшая агрессором, изображает из себя жертву. Парад не в честь памяти, а в честь иллюзии, подмены понятий. То, что должно было стать предостережением, стало идеологической упаковкой для новых преступлений. Память, вырванная из совести, это уже не история, это уже оружие. Вспомним еще раз Навуходоносора. Навуходоносор хвалится, что построил Вавилон в славу величия своего. Бог тут же лишает его разума и власти, и он становится как зверь. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей. Ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную. Так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончанию же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Навуходоносор хотел войти в вечность не как праведник, а как бренд. Это классический случай диктатора, строящего империю ради имени. И Божий ответ – полное унижение. Без имени, без титула, без облика. Навуходоносор – архетип тех, кто разрушается ради славы. И Библия дает этому диагноз – самообожествление памяти. Суд – это лишение даже воспоминания. Мишель Фуко писал: «Память – это контроль над прошлым, а значит, над поведением». Это не поэзия, это инструкция. Кто формирует память, тот формирует общество. В 20 веке фашистские и коммунистические режимы создали целые машины по переписыванию прошлого. Там, где жертвы исчезают из учебников, а вождь звучит на параде, память становится частью репрессий. Приведу отрывок из книги Ханны Аренд «Зло процветает там, где нет памяти и суждения». Уже слышу возражения. Но он многое сделал. Если
их удалить из истории, это же будет цензура. Это один из самых токсичных мифов. Да, был тиран, но при нем порядок, заводы, дисциплины. Зачем стирать? Это же часть истории. Ответ простой. Даже палач может вовремя подать стакан воды. Это не делает его героем. Удалить имя с улицы не значит забыть факт. Цензура – это когда злодей становится сложной фигурой с голосом в учебнике, а не когда его биография лежит в архиве, а не на пьедестале. Мы часто повторяем: нельзя забывать. И это верно. Важно помнить. Но помнить не злодеев, помнить их жертв, помнить страдания, которые нельзя забывать, помнить страх, ужасы войны, репрессий. Потому что зло продолжает жить, пока мы зовем его по имени, пока ставим им памятники и называем их именами аэропорты и улицы. А злодеи готовы на все. Готовы на все, чтобы оставить свой гнусный след в истории, в памяти человечества. Теперь о том, что должно быть в центре нашей памяти. И это не злодей, это страдающие. Злодеи в памяти, они харизматичные, сложные, трагичные, а жертвы безголосые, безымянные, без тиража – это просто безликая статистика. К сожалению, в истории чаще помнят того, кто разрушил храм, чем тех, кто в нем молился. Но Бог открывает нам другое измерение, где ничего не происходит бесследно, где Бог слышит кровь жертвы, а не голос убийцы. И это история Каина и Авеля. «И сказал Бог: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Если мы продолжаем восхищаться преступниками, мы сами становимся равнодушными к боли. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. И ею он и по смерти говорит еще. Именно голос страдающего звучит и должен звучать вечно, а не голос убийцы. И жертвы – это не статистика. Это человек, чья жизнь была прервана. Не чья-то роль, это не объект, это не единица. Это имя, которое исчезло первым. Это тело, которое несло на себе последствия чужих решений. Страдающие – это не тот, кто проиграл. Это тот, кто заплатил. Не всегда умер, не всегда беззащитен, но всегда не по своей воле оказался на дне, оказался за бортом, оказался на обочине. Он не писал сценарий, но оказался в финальной сцене. Память о страдающем – это не фон, это принцип, это не декорация истории, это критерий справедливости. Если история – это сцена, то страдающий тот, кого вытолкнули за кулисы. И память – это способ вернуть его в свет, не ради драмы, а ради правды. В большинстве учебников 20 века четко обозначены имена диктаторов, названия режимов, даты побед и поражений. Но мой вопрос: где имена миллионов, кто был замучен, сожжен, стерилен и обездвижен от страха? Это просто цифры, без лиц, без фотографий. Государства гордо называют себя наследниками победы, строят парады, выпускают юбилейные медали, но редко говорят правду о том, какой ценой это было оплачено. Формально память сохранена. Фактически страдающие снова остаются за кадром. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Бог не спрашивал у Каина, почему он искал того, кто был убит. Не мотив палача стал центром истории, а боль убитого. Авель – первый в Библии страдающий, чья боль становится речью. Он без имени в заголовке, без политической роли, без силы, но именно его кровь становится голосом вечности. И по смерти говорит еще. В Божьей памяти жертва не случайность, это свидетель. И если мы хотим быть похожими на него, наш фокус должен быть на страдающем, а не на интересном злодее. Так в Journal of Criminal Psychology в 2021 году приводится интересное исследование, говорящее, что 87% медийных материалов о массовых преступлениях сосредоточены на фигуре преступника, а не на жертвах. Вот формулировка из отчета. Из-за повышенной эмоциональной вовлеченности происходит эффект захваченного внимания. Мы хотим знать, что он ел, как он думал, кто его
обидел. Жертвы. Жертвы — это просто фон. Один убит, 3 раненых, их имена теряются на 5-й строчке. Так Вальтер Беньямин писал: история — это победители, диктующие хронику. Чтобы услышать голос страдающего, нужна не хронология, нужна чистая совесть. Чтобы изменить память, нужно сменить угол, сменить ракурс. И для этого нужно перестать смотреть в глаза убийцы и начать вслушиваться в тех, кого мы заставили замолчать. История — это не только жертвы. Нужно понимать и тех, кто сделал зло. Без этого однобоко, кто-то говорит. Хорошо, тогда давайте понимать. Но понимание — это не оправдание, а память — это не равновесие между добром и злом. Когда убийца получает свою биографию, а жертва просто место в списке, это уже не всесторонний взгляд, это деградация совести. Когда мы помним имена злодеев, но не тех, кто от них пострадал, мы превращаем память в награду за преступление. Если жертва осталась безымянной, это не потому, что ее не было, это потому, что мы не захотели ее вспомнить. А если в нашей памяти вечно звучит имя убийцы, а не имя убитого, то, может быть, именно это зло и победило. И это еще раз подтверждает, что в центре памяти должен быть не злодей, а страдающий. Как перестать помнить злодеев? Современная Германия сделала свой выбор. Нацистская символика запрещена. Адольф вне публичной культуры, а неонацистская национал-демократическая партия признана антиконституционной. Никаких сложных фигур, никаких музеев про стратегических гениев, и это не стирание истории, это акт зрелой памяти. Кто-то за историческую справедливость, типа памятник жертве получу на одной площади. Хорошо, тогда рядом плита «Убивал честно» по уставу. Если имена преступников находятся в открытом доступе, то это открытая дверь для следующего вдохновленного последователя. Бог говорит: «Изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». И это не метафора, это суд над памятью зла. А суд тишины — это захлопнутая дверь, без славы, без постскриптума, без права на вечность. Если будем сохранять в памяти, значит будем придавать этому значение. А есть имена, которым значение — это кислород. И вот истребление памяти — это отказ от популяризации, от символов, от музейной героизации. Это перекрыть подачу кислорода злу. В сталинские годы в СССР многие враги народа исчезали не только физически, но и из фотографий, из книг, из списков, из надписей, из семейных альбомов. Это было варварством. Но этот же принцип забвения, и это важно применять к самим архитекторам репрессий. И это становится не искажением истории, а формой справедливости. После Второй мировой Германия приняла принципиальное решение: никаких улиц, памятников или музеев, посвященных Адольфу. И это не забвение, это зрелость. Исторические факты — да. Культурное место в народной памяти — нет. Ту же линию провели Украина, Литва, Польша, демонтировав сотни памятников коммунистическим лидерам. Не потому что стирают историю, а потому что не дают преступникам остаться в бронзе. А сегодня даже крупные медиаплатформы переходят к новой норме. Имена массовых убийц заменяются на коды. Не потому что нечего сказать, а потому что внимание — это валюта. И ее больше не хотят платить тем, кто жил за счет страха, насилия и убийств. Имя Амалика — это имя, которое приговорено к исчезновению. Изгладь память Амалика. «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Один и тот же приговор дважды. И это не ошибка переписчика. Это намеренное повторение. Забвение здесь — это не забывчивость. Это форма суда. Амалик не просто этнос. Он стал архетипом насилия, напав на уставших, на отстающих, на беззащитных. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Он атакует не с фронта, он атакует сзади, он атакует слабое место. Вот почему его память не просто нечестна, она опасна. Бог повелевает не просто победить Амалика, но уничтожить его имя. Никаких улиц, никаких песен, память должна быть очищена от него, как от инфекции. Зло не только побеждается, оно вычеркивается. Разоружить
выманив ядерное оружие, а потом напасть на того, кого разоружил и называл братом и соседом? Россия – это современный Амалик. Я часто слышу непонимание от моих неверующих друзей этого повеления Бога. А где любовь? Где прощение? Но когда поступки Амалика перенести в современную реальность, а не философствовать на тему любви и прощения о событиях более 2000-летней давности, а на этом строить свою веру, то становится понятным. Россия и ее поступки – это современный Амалик. И если посмотреть на Амалика с точки зрения странствующего Израиля, то станет понятным чувство и желание украинцев, чтобы Россия рассыпалась на сотни мелких осколков, чтобы даже память о ней была стерта с лица земли. Современное международное право признает, хотя оно, конечно, уже в урезанном виде, но все же, уничтожение символики, имен и образов злодеев – это не акт цензуры, это форма общественной безопасности. Так действовала денацификация Германии, так сформированы законы об уголовной ответственности за пропаганду тоталитарных режимов. Это не значит, что мы переписываем историю, это значит, что мы не оставляем преступнику или преступлению культурного пространства. Если лицо палача висит на стене, значит он все еще с нами, только в другой форме. В культуре, где злодеи становятся персонажами фильмов, мемов, сериалов, они продолжают участвовать и формировать нормы. И чем чаще звучат их имена, тем легче их идеям вернуться. Память – это диета ума. Если в ней постоянно яд, тогда не удивляйтесь отравлению. Я уже слышу эти возражения, но ведь это часть нашей истории. А плесень – это часть холодильника. Тогда ты ее тоже часто выбрасываешь. Ведь память без фильтра – это гниение. Зло, которое мы помним по имени, продолжает жить. Удалив имя злодея, значит закрыть последнюю дверь, через которую он мог бы вернуться. И это еще раз подтверждает, что зло не должно жить в нашей памяти под собственным именем. Итак, мы говорили не просто о памяти как о функции мозга, а как о поле духовного и морального сражения. Сегодня память – это не архив, это оружие, это валюта, медиапродукт. И именно поэтому вопрос звучит так остро. Кому мы позволим остаться в нашей памяти и зачем? Имена жертв должны быть сохранены. Имена злодеев удалены. Доброе имя лучше дорогой масти, говорит Экклесиаст. Но в этом есть и обратная истина. Не всякое имя заслуживает упоминания. Повторюсь еще раз. Память – это не нейтральность. Это выбор. Это моральная позиция. Удалить зло из памяти значит не дать ему воскреснуть под другим именем. Теперь вспомните, как вы проговариваете в своей повседневной жизни имена исторических убийц и преступников. С любовью, с юмором или с холодной, здравой рассудительностью. Не ставьте таблички на зданиях, где жили палачи. Не давайте сложным фигурам сложной судьбы. Давайте им тишину. Это единственный язык, который они не смогут обратить против нас. Пусть Бог благословит всех нас в сегодняшнем дне и даст всем нам мудрости пользоваться своей памятью для славы Его. Аминь.